Пане Жириновський, я, наприклад, знаю, що ви були єдиним російським депутатом, який на парламентській асамблеї Ради Європи проголосував за те, щоб засудити злочини комуністичного режиму. Зараз ви так дуже екзальтовано нам розказуєте про об'єднання, скажімо, однієї частини України з Росією. Ну, напевно, що ви знаєте, що на території саме центральної і східної України проходило 3 великих голодомори, які організовував Кремль. Ви, як заступник голови Державної думи Росії, готові сьогодні покаятися за те, що Кремль зробив геноцид українського народу і пішло з життя 20 мільйонів українців? Полностью согласен с вами со всеми. Это страшный, самый страшный был в истории человечества сталинский режим. Столько крови пролили мы, и сегодня Зюганов несет цветы в день рождения Сталина. Представляете, каково мне? Цветы несет в подножью этого тирана и мерзавца. Сейчас 22 апреля принесут цветы к Ленину, главный террорист. На колени станут перед всеми прибалтами, украинцами, грузинами. Перед всеми станут. В 8 году, когда стану президентом. В 8 году. Не поймут, каждый раздел от своего имени. От своего имени, говорю вам, и клянусь, будь проклят этот сталинский режим. Виноваты они. Москва виновата. Почему вы хотите, чтобы он встал на колени? И коммунистическая партия Советского Союза. Мы пол не почистили, не готовы мы дать. Нас немцы ставили на колени. Так давайте сами не будем друга ставить на колени. Они сербов поставили на колени. Сербов. Сегодня, в субботу, сербы похоронят того, кто их хотел защитить. Кремль знищив 20 мільйонів. Согласен. Больше. 100 миллионов. При советской власти Маркиан, было уничтожено 100 миллионов человек. Маркиан. Я не был коммунистом ни одного дня и часа. Ни одного часа. Подождите. Маркиан. Господин Тенебов. Господин Тенебов. Уже 16 лет. Пропадина Прохорова. Чего они думают? Пожалуйста. Господин Маркиан Люткивский. Вопрос еще один к вам. Я, честно говоря, у меня нет вопросов к господину Жириновскому, потому что те ответы, которые он будет давать, они, к сожалению, не соответствуют никакой логике, ни здравому смыслу и так далее, и так далее. Что мне кажется? Мне кажется, мы окончательно отошли от темы нашей дискуссии. Нам нужны другие идеи, нам нужен другой язык. И мне кажется, для того, чтобы понимать друг друга, нам нужны новые украинская и российская элиты. Мне кажется, что именно в этом вопросе... Получите ее в Брюсселе. Коробочки вам упакуют. Новую элиту. Элита в народе зарождается. Вот именно. Элита зарождается в народе. И эта элита уже родилась. И этой элите сегодня по 30 и по 35 лет. Дайте ей свободу этой элите. И по 36 свободу. лет. И ее родителям. Мне кажется, что именно что будущее украинско-российского диалога и наших отношений именно в умении слышать друг друга, в умении понимать мы друг видим, друга как молодежь и не обижать друг друга. Вы обижаете. Все революции совершает молодежь. Мне больше нет. Вам бы сидеть нужно и еще учиться. Владимир Владимирович. Говорить нужно решать в 50, 60 и 70 лет. Все остальное это талибы, это французские модельщики, сейчас они жгут магазины. Вот мы здесь сидим спокойно, я вам говорю правду об истории человечества. А эти босяки и мерзавцы в Париже бомбят все магазины и жрут пепси-колу и воруют все. Вот она, молодежь Франции. Вот то же самое делает талибы. То же самое на вашем Майдане было. Половина авантюристов и негодяев. Половина. То же самое в 91 году. Мерзавцы подошли и спасли Ельцина. Армия его бы уничтожила. Они собрались наркоманы и проститутки в августе 91 года. Вот кто там был. Наркоманы, воры и проститутки. Подвозили им водку и деньги. Вот они якобы совершили демократическую революцию. И сейчас они молчат. Все молчат. Все заткнулись сейчас, наши демократы. Ни одного нет. Все. Им стало стыдно. Придет время, и в Киеве будет кому-то стыдно. Вот на Я прощу вас, Майдан в 8 году. Прощу вас. Подождите, Маркиан, господин, ну так в микрофон возьмите. Вы не поняли. Как? Понял. Вы поймете, когда вы сегодня свободно вылетите из Киева. Вот тогда вы поймете. Да. А я отовсюду свободно вылетал. И везде говорил все, что хотел. Господин Жванин, пожалуйста. А то, что мне намекаете, что меня могли бы арестовать, говорит о том, что вы еще не новая элита. Вы еще старая советская. Вам бы очень хотелось меня арестовать. Как ты сказал, вот вы, возможно, выйдете, и ваш замминистра, и что побежит уже завтра МИД,
говорить о том, что меня на Украину не пускать. Вот ваша свобода. Боитесь правды. Да никто вас не Я к вам боится. приехал. Пожалуйста, господин Жван. Спасибо, скажите, что я приехал. Спасибо. Спасибо. Как сказал мне спасибо китайский народ, индийский. Миллионы знают меня по всей планете. Вас, Владимир Вольфович, чтобы вы не обижались, это же никто мне на планете Земля не знает. На карте не найдут государство Украина. И кто такой Ющенко? Никого. А зовут Буш, Путин и третий Жириновский. Все остальное ничего нет. На самом деле у меня тоже нету вопросов Да. к Владимиру Вольфовичу. Я ответил на те вопросы, которые я сам себе задавал, задавали мне те российские журналисты, которые часто приезжали и спрашивали, почему после всех этих экономических войн, информационных, не возникает русофобия на Украине. И я себе нашел ответ. Вот потому, что есть Жириновский. На Украине наступает русофобия, и никто никогда не рассорит украинский и русский народ. Потому что часть нашей души, а вот подход, отсутствие в России сегодня внешней политики есть несчастье сегодня ваше. Вы определитесь, что вы хотите. Вот я хочу к господину Павловскому обратиться. Вы управляли, по сути, на протяжении 10 лет президентом Кучмой. Он готов был вступить куда угодно. Почему вы не предложили ему какую-либо модель? Я хочу еще раз вас спросить. Вы имели управляемого президента, вы имели управляемый парламент. Почему вы не предложили никакую модель? Потому что у вас ее нет. Потому что такое же пустословие, такой же просто набор популистских идей. Та имперская сегодня ваше настроение, оно не оправдано. Потому что вы говорите о вашем Черноморском флоте, то вы гордитесь вот этим металлоломом. Если, да, наверное, Китай хочет ваш металлолом вывести, когда срок закончится, потому что там ни одно судно не в состоянии плавать. Так давайте говорить сегодня говорить, что хочет Россия. И когда взаимоотношения между Россией и Украиной рассматриваются, то должен быть диалог, а не популистские заявления, не атаки и не нападения. Поэтому еще раз хочу, сколько бы вы ни старались, русофобии на Украине не будет. Отвечаю. А в России вообще все очень любят Украину. Просто всю Украину в любом варианте. С Тарасом Бульбой, или с Махно, или с Кучмой, Ющенко, все любим. Но мы с вами, каждый отвечаем за себя. Россия сегодня, моя точка зрения, я не министр иностранных дел, проводит супер, великолепную нейтральную позицию. Что хотите, то и делайте. Неужели вы думаете, Москва, если бы захотела Януковича сделать президентом, элементарно бы сделала? Вы сами решайте. Сегодня выборы у вас будут. Решайте, кто вас победит. Мы не вмешиваемся. Вы думаете, мы Шеварнадзе не могли оставить у власти? Элементарно. Специально полетел наш, уговорил, уходи. А пошли же, специально поехали. Не сопротивляйся. Уходи. В Бишкек Акаеву летит нам в Москву. Никому не мешаем. Делайте, что хотите. Эти 16 лет был политический рентген. Посмотреть, кто из нас чем дышит. Кто у нас предатели, кто патриоты, кто социалисты, коммунисты. Сегодня в России самая великолепная политика. Мы никому ничего не навязываем. А вам очень хочется, чтобы Москва вам навязала. И давала бесплатный газ. Как говорите, торговые войны. Значит, бесплатно это не торговая война. А платить по европейским ценам это как торговая война. Вы нас что, за идиотов принимаете? Да вы в ногах валяетесь у Путина. В 2008 году будете платить за газ 1000 евро. 1000 я вам обещаю. А у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать. Я вам пришлю телогрейки, обогреватели. Спасу всех. На любом языке будете говорить. Как мы спасли ваш город, с которого весь микрофон уже выключили. Вот свобода слова. Свобода слова. Владимир, спасибо. Я ухожу, но повторяю еще раз. Все будет хорошо. Потерпите еще 2 года. Только 2 года. Спасибо.